Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем сложные выражения метрик и попробуем связать несколько разных букв так, чтобы они, скажем так, работали в паре. Когда мы изменяем одну букву, это влияло на другие буквы. Теперь давайте перейдем к настройкам метрик овальных букв. Нас интересует буква О, поэтому что мы делаем? Переключаемся на режим текста и выставляем букву О рядом с буквой N, которая у нас уже настроена. То есть я делаю вот так, их несколько штук в ряд, можно даже их вперемешку сделать. И таким образом у нас получается вот такой текст в две строки. Что мы здесь видим? Ну, по большому счету, мы видим, что эта буква у нас стоит немножко неряшливо, а именно мы видим, что метрики у нас здесь какие-то хаотичные. 42 слева единицы, 27 справа. А буквы у нас симметричные, значит нам нужно это дело как-то все каталогизировать. Что здесь в первую очередь нужно сделать? Ну, в первую очередь буква симметричная, значит мы выставляем справа такое же симметричное значение. Я выставляю здесь выражение равно вертикальный бар. И теперь у нас буква О сильно отодвинулась, потому что и там у нас по 42 единицы. Выглядит это не очень, и что я могу сказать? Опытным путем, проанализировав большинство шрифтов, да и в принципе в всех своих шрифтах я уже делаю так, я пришел к выводу, что буква О, ввиду того, что она овальная, у нее много сверху и снизу, там с двух сторон, много белого, она, как правило, всегда имеет более узкие правые и левые опроши, чтобы оно в массе смотрелось более как-то вот аккуратненько. Поэтому что в данном случае делаю? Я просто выставляю значение в 35 единиц. Все у нас становится чуть уже. И теперь, если мы посмотрим на этот текст, мы увидим, что более-менее вот это вот соотношение 2 О друг с другом, 2 H рядом друг с другом и 2 буквы разные H и O дают какой-то более-менее такой равномерный рисунок. Поэтому как бы в таком виде меня он, скажем так, более чем устраивает. Мы задали общий ритм из нескольких букв, которые у нас нарисованы, и поэтому мы уже примерно понимаем, как оно будет выглядеть все в тексте. Но, допустим, если мы с вами настроили букву H, настроили букву O, и предположим, как я уже говорил ранее, мы захотим вдруг сделать его более разряженным, весь шрифт, нам придется каждую из букв настраивать по отдельности. Согласитесь, когда там букв всего штук 30, это сделать сложно, но не супер, прям очень много времени займет. А вот когда букв у нас там около 500, например, в хорошем шрифте, это где-то около 500 символов, не меньше. А то и 1000 и больше, например, в шрифте, над которым я работал, у меня здесь 1300, и это еще не финальная его версия, их получилось еще даже немножко больше. Вот. Делать это каждый раз в каждой букве, совсем не хотелось бы и неудобно. Поэтому самое простое, что мы можем сделать, это привязать все значения всех метрик, всех букв к одной единственной букве H. Для того, чтобы привязать значение буквы слева, нам нужно вот сюда прописать просто одну букву. То есть, если мы ссылаемся на букву H, то мы можем туда написать букву H. Поэтому в латинской раскладке я пишу букву H сюда. И что произошло? Наши буквы, наши символы немножко растянулись. Почему? Это же логично. Буква H у нас имеет ширину опроши 55 единиц, а буква О должна иметь 35. Что мы в таком случае можем сделать? Да просто отнять 20. Раз он на 20 меньше, то 20 единиц мы вычитаем. Поэтому зажимаю Shift, вот кликаю вот сюда, Shift и 2 раза вниз стрелками жму Enter, и все у меня опять сместилось. То есть, что здесь у меня 55, что в этой части 35, и все завязано на букве H. Как это проверить, что оно вот завязано? Очень просто. Здесь у нас ссылается на H, здесь ссылается на левую сторону. Если, допустим, я вот здесь поставлю сейчас значение 155, то у меня изменится не только расстояние между H, но и между буквами O. Пишу 155, нажимаю Enter, проверяем. Вот так они у нас растянулись. Возвращаюсь обратно, удаляю, все опять соединилось вместе. То есть вот за счет этого можно у нас с вами сделать полную автоматизацию всего шрифта. Итак, давайте посмотрим, что у нас с вами имеется. У нас с вами есть несколько нарисованных глифов, поэтому открываем вот такое окошко и смотрим, как у нас устроены эти глифы. Так, мы вот это все с вами сейчас подключим. Правый и левый полуопрош.
Окей. Итак, смотрим. Буква D у нас ссылается слева на H, справа на O. Буква E у нас ссылается в правой части на букву O. А вот буква F ссылается на букву E. Для чего я это сделал? Для того, чтобы когда я в будущем сделаю ширину буквы E справа чуть поменьше, у меня сразу это будет перекинуто и на F. Тут, в принципе, больше ничего интересного. А вот, например, буква K, чем она интересна? Она интересна тем, что она ссылается с левой стороны на букву H, потому что она вертикальная. А вот здесь у нас с вами из-за того, что вот это белое у нас находится не как в букве О снаружи, а внутри, обычные опроши ей не подойдут. Поэтому можно воспользоваться выражениями. Не только вычитание и прибавление нам можно сделать, но можно и поделить, можно и умножить. В данном случае я умножил значение правого полуопроша на 0,5. Ну, то есть поделил напополам. Можно написать, например, вот так. О поделить пополам. И результат будет тот же самый. FontLab сам автоматически посчитает и округлит это значение. И таким образом у нас с вами общий ритм сохраняется и не так сильно все выбивается. Мы в любом случае с вами это все в будущем отредактируем. Сейчас пока нас это так сильно детально не интересует. Например, еще буква T. Если мы на нее посмотрим, то визуально выглядит все красиво. Какое у нее значение справа и слева? Сейчас узнаем. Открываем эту букву и видим, что здесь у нас стоит выражение значение О умноженное на 0,7. То есть так визуально примерно я прикинул, что значение опроша справа у буквы О и слева, оно слишком большое. Но и просто поделить пополам это слишком тесно. Поэтому методом проб и ошибок я просто умножил на 0,7 и таким образом получился значение 70% от опроша О. Точно так же у нас сделана буква Z. Только здесь из-за того, что у нас вот эта часть и вот эта часть имеет разный вес, она немножко по-разному смотрится, я и, соответственно, сделал здесь значение тоже немножко отличающееся. Слева опрос у нас умножен на 0,85, то есть 85% от значения левого опроша О. Здесь на 95. Чуть-чуть пошире оно у нас получается. И если я вот так вот наберу, как бы визуально оно меня более-менее устраивает, по крайней мере, на таком этапе. Со значением X у нас тоже должно быть интересно. Если мы на нее посмотрим, то мы увидим, что правый опрос у нас ссылается на левый опрос, а левый опрос ссылается у нас на правую сторону буквы K. То есть, если я поставлю их рядом, то станет понятно, что правая сторона K, она у нас равна 17. Но я не могу просто взять и сделать ссылку левой стороны на K. То есть, если я вот так вот сделаю, просто букву K напишу, то она у меня увеличится. Почему? Потому что левый опрос буквы X ссылается на левую часть буквы O. И вот чтобы мне сделать правильную зеркальную ссылку, я просто говорю, возьми мне опрос буквы K, но не левую его сторону, а противоположную, правую. И пишу спереди вот такое выражение. И автоматически у меня левый опрос ссылается на правый опрос буквы K, потому что у них схожая структура. Ну а с правым опросом X все просто, он просто ссылается на значение, которое слева. Поэтому в целом сложного ничего нет. Самый незаметный из основных символов кодировки Latina Simple – это пробел. Как вы понимаете, у пробела тоже должны быть какие-то значения ширины, потому что он как-то же высчитывается, как-то же между словами расстояние у нас выставляется. Поэтому что нам нужно делать? Нам нужно его создать в первую очередь, потому что пока его у нас нету. Я кликаю на самую первую ячейку под названием Space, и у нас создается пробел. По умолчанию он у нас создается шириной 260 юнитов, но тут нам тоже нужно понять, какой именно ширины он должен быть, потому что если шрифт с узкими буквами, то там 260, это много. Если у нас шрифт с какими-нибудь широкими буквами, то там 260, это мало, потому что буквы большие, пробел между ними маленький. Это тоже можно как-то автоматизировать и сделать так, чтобы он тоже подстраивался под общий ритм, что ли. Как это сделать? Здесь нам тоже помогут выражения. По большому счету, в большинстве шрифтов, либо в принципе принято такое мнение, что пробел имеет ширину примерно половину буквы О. Поэтому, зная эту информацию, мы пока предварительно в качестве базовой метрики, для того, чтобы нам просто было удобнее работать в будущем, можем поставить это в виде выражения. Вот это значение у нас отвечает за ширину кегельной площадки пробела. То есть, если я поставлю сейчас
2 H и между ними пробел. Ну, можно еще рядом О поставить. Нам нужно сделать так, чтобы ширина вот этого пробела была половину вот этого значения буквы. Что нам для этого нужно сделать? Надо в ширину кегельной площадки написать букву О в первую очередь. Что произошло? Она у нас очень сильно увеличилась. Это много, поэтому что мы делаем? Делим ее пополам, либо умножаем на 0,5. И вот примерно так у нас с вами выглядит шрифт. То есть если я наберу там HFL, K, пробел, ну какие-нибудь уже существующие буквы в этом шрифте с пробелом, вот, мы уже примерно понимаем, какой здесь у нас ритм. В целом, в качестве примера нам такая ширина пробела пока ее достаточно. Потом мы ее, скорее всего, изменим и как-то доработаем. Ну, то есть, как бы, пока мы просто стараемся максимально упростить работу и автоматизировать. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.